Всем привет! Добро пожаловать на канал Рациональные инвестиции. На данном канале я рассматриваю рациональное инвестирование в компании на долгосрочную перспективу. Меня зовут Артур. Спасибо за просмотр моего канала и комментарии, которые вы оставляете. Мне очень приятно. В сегодняшнем ролике разбор компании из сектора материалов. Это индустрия сельскохозяйственных продуктов. Компания FMC Corporation. Оценим ее по финансовым показателям и определим для нее внутреннюю норму доходности при удержании компании на горизонте 10 лет. Итак, если вы готовы сделать это вместе со мной, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и мы приступаем. Прежде чем мы начнем делать обзор, давайте определим для себя 5 ключевых показателей при оценке компании. Первое. У нее должен быть рост выручки. Второе. Мы смотрим на рост прибыли, она должна расти. Третье. У компании должен быть стабильный денежный поток. Четвертое. У компании должен быть низкий долг. И в заключении нам нужны акции по хорошей цене. Давайте переменим все эти параметры к FMC Corporation и посмотрим, насколько она является хорошей инвестицией в данный момент. Для начала давайте знакомимся с компанией. FMC – это пятая по величине в мире агрохимическая компания с собственным синтезом действующих веществ, научно-исследовательскими центрами и разветвленной сетью производственных площадок. FMC предлагает инновационные и экономические решения, технологии и эффективную линейку патентованных средств защиты растений для повышения урожайности и качества сельскохозяйственной продукции. Инсектициды и акарициды для борьбы с насекомыми вредителями, гербициды для защиты посевов от сорняков, фунгициды для борьбы с болезнями культур, протравители семян и другие средства защиты. Компания имеет собственные производства, расположенные в США, Европе, России и Азии. Касаемо разбивки финансовых потоков по бизнес-сегментам, по итогу работы за 2020 год выручка составила 4,6 миллиардов долларов. Распределение выручки выглядит следующим образом. 31% это Латинская Америка, 24% это Азия, 23% Европа и Африка, 22% Северная Америка. Распределение выручки по категориям следующее. 61% это инсектициды, 26% гербициды, 6% фунгициды и 7% это прочие средства защиты. Имея всемирную производственную и дистрибьюторскую инфраструктуру, компания может лучше реагировать на глобальные потребности клиентов, компенсировать нисходящие экономические тенденции в одном регионе и перекрывать их положительными тенденциями в другом. По данному слайду можно увидеть, как развивалась рыночная стоимость инсектицидов на уровне производителя. Ожидается, что общий объем рынка инсектицидов до 2030 года составит в среднем рост на 3,3% в ежегодном исчислении. В связи с этим компания FMC в мае 2020 года закрыла сделку с итальянской компанией Isagro с ценой покупки актива около 65 миллионов долларов. Сделка передает FMC всю интеллектуальную собственность, ноу-хау, регистрации, рецептуры продуктов и другие глобальные активы патентованных технологий. И с появлением данного актива усиливается положение на продукцию фунгицидов на рынках в США, Европе, Азии и Латинской Америке. Ожидается, что сделка расширит портфель фунгицидов, то есть компания развивает те направления, которые в настоящее время отстают и имеют перспективы роста в долгосрочном отрезке времени. Также в 2019 году FMC завершила разделение своего бизнеса, а именно литьевого сегмента FMC, который был переименован в Livent Corporation. После IPO, которое состоялось 15 октября 2018 года, что говорит нам об оптимизации производства и фокусированную деятельность на одной индустрии. После завершения IPO компания FMC принадлежала 123 миллиона обыкновенных акций Livent, что составляет 84% от общего количества находящихся в свободном обращении акций Livent. И 1 марта 2019 года FMC завершила распределение 123 миллионов обыкновенных акций Livent в качестве пропорциональных дивидендов по акциям FMC. Касаемо новостей. 4 августа 2021 года FMC объявила о своей цели по достижению нулевых выбросов парниковых газов к 2035 году. Компания привлекает ключевые организации для повышения эффективности, инвестирования в возобновляемые источники энергии и взаимодействия со сторонними поставщиками для сокращения выбросов. Руководство компании транслирует данную новость следующим образом.
Как лидер мировой сельскохозяйственной отрасли мы воочию видим влияние изменения климата на фермеров и мировое продовольственное снабжение. У нас есть обязанность противостоять климатическим вызовам и находить решения, которые принесут пользу всем нашим заинтересованным сторонам. Компания имеет дорожную карту и перспективный план развития на последующие 10 лет, а именно развитие новых инновационных продуктов диамидов. К 2026 году компания ожидает запуска 11 новых диамидных продуктов, включая смеси и другие инновационные рецептурные технологии, на многие из которых поданы заявки на патенты, чтобы удовлетворять конкретные потребности потребителей. По таким крупным рынкам, как Индия, Бразилия, Китай, Европа и США. В настоящее время ведется работа по запуску дополнительных новых рецептур, смесей и технологий нанесения, чтобы к 2027 году и на последующие десятилетия выйти с новыми технологически инновационными продуктами на мировую арену. А теперь, друзья, давайте перейдем к анализу фундаментальной устойчивости компании и определим ее в соответствии 5 ключевым параметрам. Что касается выручки, то она растет, имеет восходящий тренд. Чистая прибыль также растет. По снижению выручки и прибыли в 2015 году есть объяснение. Это прекращение деятельности ФМЦ Alkali Chemicals, а именно компания продала свой бизнес-сегмент за 1,7 миллиарда долларов. И в том же году инвестировала в покупку датской компании Cheminova для интеграции в бизнес сельскохозяйственной отрасли за 1,2 миллиарда долларов. В 2017 году заключила сделку с компанией DuPont. В рамках сделки ФМЦ продала свой бизнес-сегмент здравоохранения компании DuPont в обмен на подразделение DuPont, занимающееся агрохимией, с доплатой в 1,2 миллиарда долларов и получила 14 заводов-производителей по производству инсектицидов и гербицидов от DuPont. За последние десятилетия компания серьезно оптимизировала свой портфель и сосредоточила свой фокус внимания на сельском хозяйстве и научно-исследовательской работе по данному направлению. Свободный денежный поток растет, количество акций, находящихся в свободном обращении, уменьшается, то есть компания выкупает свои акции из рынка, то есть делает байбек. Чистая маржинальность за последние 10 лет держится на уровне 10-11%. С 2018 года данный показатель несколько увеличивается. Рентабельность активов, инвестиций и собственного капитала до 2019 года снижалась до момента глобальной реструктуризации. После разделения бизнеса и его оптимизации рентабельность повышается. Что касается дивидендной доходности, то компания выплачивает дивиденды с 2006 года. Несмотря на реструктуризацию бизнеса, она не прекращала выплачивать дивиденды. Компания имеет рост дивидендных выплат 3 года. В настоящее время дивидендная доходность составляет 2%. Процент прибыли, которая компания направляет на выплату дивидендов, составляет порядка 28%, что является допустимым параметром, и у компании остаются свободные денежные средства на инвестиции, развитие и обратный выкуп акций. Среднегодовая доходность дивидендов за последние 5 лет составляет 26%. По долговой нагрузке по итогам работы за 2020 год она составляла чуть более единицы, то есть долговые обязательства были больше собственного капитала компании, что является выше допустимого параметра. Следует отметить, что компания держала долговую нагрузку в приемлемом для себя уровне, ее операционная прибыль покрывала данное обязательство. Долговая нагрузка держалась выше единицы с момента глобальной реструктуризации компании, то есть 2015 года. До этого момента она была менее единицы и составляла порядка 60-70% к собственному капиталу. И есть предположение, что в последующее время компания снизит свою долговую нагрузку, так как она прилично инвестировала в развитие бизнеса, и эти направления должны принести выручку и прибыль, часть которых компания направит на погашение долговой нагрузки. Активы у компании возрастают, как и обязательства. По итогу мы видим величину активов больше, чем обязательств. Акционерный капитал в последние 5 лет растет. В этом отношении вопросов не возникает. Что касается инсайдерских сделок, то за последние 2 года сделки не зафиксированы. Есть только продажи, которые были в марте этого года. И это нам мало о чем говорит. Зато есть сделки по конкурентам, а именно по компании Corteva. Это схожая компания, которая также занимается производством и продажей удобрений для сельского хозяйства. Был зафиксирован вход инсайдера компании Corteva, который был осуществлен 13 мая этого года. Работники данной компании периодически входят в свою компанию на среднюю сумму сделки от 100 тысяч долларов. Компания вышла недавно на фондовый рынок
и торгуется на бирже с 2019 года. Компания не совсем стабильная. В 2018 и 2019 году у нее был убыток. По входам инсайдеров компании Corteva из индустрии сельского хозяйства транслировать данные сделки на компанию ФМЦ, я считаю, что это будет не совсем правильно, так как Corteva не совсем стабильная компания, периодически в убытках и по сделкам инсайдеров мало информации. Это может выглядеть как манипуляция рынком, хоть и сумма покупок была более 100 тысяч долларов за сделку. Но как один из вариантов анализа, входы инсайдеров в собственную компанию могут говорить о позитивном прогнозе роста и спроса на будущий период продуктов удобрения для сельского хозяйства. В этом отношении, разобрав компанию ФМЦ, проведя ее анализ и ознакомившись с прогнозами на будущий период, можно предположить, что финансовые потоки у компании ФМЦ будут расти, что скажется на росте котировок, а при входе в компанию в настоящее время в будущем периоде можно получить хорошую дивидендную доходность вкупе с ростом котировок, и это может служить отличной инвестицией и диверсификацией для своего портфеля. Если рассматривать компанию с позиции ростового потенциала за прошлый отрезок времени, то по данному слайду можно заметить, как ФМЦ с 1995 года по настоящее время росла на уровне индекса S&P 500 в среднем на 10% с учетом реинвестирования дивидендов. Если смотреть на отрезок 2015 года с момента реструктуризации компании, то в этом плане среднегодовая доходность ФМЦ обгоняет как рост индекса S&P 500, так и рост индекса компаний из индустрии сельского хозяйства. Давайте теперь ознакомимся с мнениями аналитиков. По мнению аналитиков, общий прогноз – это покупка. Прогноз основан на мнении 8 аналитиков, которые сделали свои прогнозы за последние 3 месяца. На будущий период, то есть на последующие 12 месяцев, средний консенсус-прогноз по стоимости акций ожидается на уровне $118 за акцию, что выше текущих отметок на 25,5%. Наивысшая оценка по стоимости акций равна $123, наименьшая $109. Все аналитики склоняются к росту данного актива. С мнениями аналитиков я склоняюсь и считаю, что в настоящее время компания находится в недооценке. Давайте теперь посмотрим на прогноз по выручке и прибыли, который компания ставит перед собой. Касаемо прогнозов самой компании на будущий период, то в этом отношении видно увеличение выручки и прибыли. Увеличение выручки в последующие 3 года будет составлять примерно по 7% в год. Увеличение прибыли будет существенно обгонять рост выручки, соответственно, вырастет маржинальность бизнеса. В 2021 году ожидается увеличение прибыли на 50%, в 2022 году на 12% и в 2023 году на 23%. По обратному выкупу есть информация из отчета за второй квартал 2021 года, в котором компания анонсировала новость по обратному выкупу акций на вторую половину 2021 года на сумму от 350 до 450 миллионов долларов, что безусловно является положительным сигналом с точки зрения роста стоимости акций и увеличения доли владения бизнесом для акционеров компании, то есть ее инвесторов. Исходя из достигнутых показателей по выручке и прибыли, а также прогнозов компании на будущий период, я сделал расчет по справедливой стоимости акций на последующие 10 лет методом денежного потока и на основе стоимости компании. По моим расчетам, средняя стоимость акции будет составлять $174, то есть я взял среднее значение по 50% от каждого параметра. При расчете стоимости акции на основе метода денежного потока я получил стоимость к 2030 году $155. На основе стоимости компании $193. Применил при этом рост показателей денежного потока и рост EBITDA, исходя из достигнутых ранее показателей за 10-летний период. И данный рост я применил и для будущих финансовых потоков, предполагая, что компания будет и дальше такими же темпами развиваться. Исходя из дорожной карты и планов компании, она ставит перед собой амбициозные цели по выпуску новых продуктов и увеличению финансовых потоков. В этом отношении после 2024 года я применил более консервативную стратегию, то есть создавая себе некий люфт, подушку безопасности, в рамках которой мы можем получить минимальную стоимость акции при инвестировании. Если компания будет перевыполнять рост в 4-5% роста свободного денежного потока и прибыли, то на выходе мы получим еще большую доходность в долгосрочной перспективе. Поэтому давайте оставим для себя этот запас. Теперь определим внутреннюю норму доходности. Внутренняя норма доходности – это коэффициент, показывающий минимальный приемлемый уровень доходности в год
при вложении в компанию на долгосрочную перспективу в 10 лет. То есть внутренняя норма доходности при цене акции в $94 на горизонте 10 лет будет составлять 12%. Возврат на капитал при этом составит порядка 2,5 раз. Эта доходность выше средней доходности рынка, и меня этот рост устраивает. Компания снижается в последнее время и появляются хорошие возможности купить данный актив в недооценке. Как вы думаете, друзья, считаете ли вы инвестицию в данную компанию хорошей или нет? Напишите в комментариях свой ответ, мне будет очень интересно узнать ваше мнение. А по таблице справа вы можете заметить, как внутренняя норма доходности меняется в зависимости от стоимости акций. Чем выше будет стоить акция, тем меньшую доходность мы получим на длительном горизонте инвестирования. И чем будет меньше стоимость акции, тем большую доходность мы получим. Давайте теперь подведем итог по оценке базовых мультипликаторов. PE равен 22,5, что является ее средним значением за последние 10 лет, и в этом отношении компания выглядит несколько дороговато. Хотелось бы видеть данный показатель ниже 20. По мультипликаторам P на S он равен 2,6, что также является ее средним значением за последние 10 лет, и этот параметр находится несколько выше допустимых значений. По мультипликатору P на B, который равен 3,9, находится выше допустимого значения. По цене акции к свободному денежному потоку выглядит также выше допустимого значения, но в целом в допустимых параметрах. Рентабельность собственного капитала находится на высоком уровне, это значение равно 18%. Акционерный капитал за последние 3 года растет, в среднем на 3% в год. Маржинальность бизнеса равна 12%, находится на хорошем уровне. Прогноз на будущий период позитивный. В 2022 и 2023 году ожидается увеличение выручки и прибыли. Аналитики ожидают рост стоимости акций от текущих отметок на 25,5% в ближайший год. По инсайдерским сделкам информация отсутствует. По обратному выкупу акций средний показатель за последние 3 года составляет 0,75%. Также советом директоров одобрена программа обратного выкупа акций на сумму порядка $400 миллионов до конца 2021 года. То есть в будущем периоде можно ожидать, что компания будет направлять часть свободного денежного потока на обратный выкуп акций. Подведем итоги всего вышесказанного. Оценим компанию по 5 ключевым показателям. Рост выручки, да, он есть. Если смотреть диапазон с 2011 по 2020 год, то этот рост составляет практически 5% в год. Рост прибыли, да, она увеличивается. За последние 10 лет в среднем практически на 5%. Свободный денежный поток, да, растет. В среднем на 10% в год. Долг к собственному капиталу составляет больше единицы. В этом отношении есть все предпосылки, что компания в будущем периоде снизит долговые обязательства. Руководство компании за последнее время серьезно структурировало свой бизнес. Приобретенные активы в конечном итоге сгенерируют прибыль для компании, и часть денежного потока будет направлена на погашение долга. Я думаю, что руководство компании держит руку на пульсе и контролирует данное направление. Но стоит быть внимательным и отслеживать данную динамику. И справедливая стоимость акций, да, компания в настоящее время недооценена, имея двухзначную норму доходности, что выше среднего роста индекса S&P 500, и я склоняюсь к покупке данной компании. Компания заслуживает внимания, она платит дивиденды, существенно увеличивает их, делает обратный выкуп своих акций, имеет позитивный прогноз на будущий период, и стоимость акций находится в справедливых значениях. Все вышесказанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Итак, друзья, если вам было полезно это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, приглянулась ли вам данная компания и держите ли вы ее в своем портфеле. Также напишите разбор, какой компании вы хотели бы видеть в моих следующих обзорах, а также не забывайте подписаться на мой канал, мне будет очень приятно. Всем удачи, не забывайте о диверсификации своего портфеля, а мы продолжаем искать недооцененные компании. Всем пока!